Сегодня речь пойдет о памятной монете номиналом 50 центов, посвященной 300-летию основания округа Йорк в штате Мэн. Художественно полудоллар Йорк выглядит сдержанно и почти медально. Укрепление, печать, даты и местная история. Дорогие друзья, мы приветствуем вас на канале Заметки Нумизмата. Мы продолжаем наши рассказы о ранних юбилейных полудолларах США. Сегодня речь пойдет о памятной монете номиналом 50 центов, посвященной 300-летию основания округа Йорк в штате Мэн. Это выпуск 1036 года, за которым стоит история раннего колониального освоения Новой Англии, местного самоуправления, нумизматической моды 1930-х годов. Сразу важно уточнить, эта Хелф не имеет отношения к городу Нью-Йорк или к штату Нью-Йорк, несмотря на созвучие названия. Речь идет об округе Йорк в штате Мэн, старейшем округе штата, который ведет историю с 1636 года. Именно поэтому на монете появляется надпись «Йорк Country First Country in Мэн». Она подчеркивает статус Йорка как первого округа Мэна. Округ Йорк расположен на юге Мэна, в регионе, где европейские поселенцы появились очень рано по американским меркам. В 17 веке здесь соседствовали небольшие поселения, укрепления, торговые пункты, религиозные общины и органы местного управления. Памятная дата 1636 год связана с формированием округа как одного из старейших административных образований на территории будущих Соединенных Штатов. Для местной исторической памяти это было важное событие. Округ воспринимался не просто как место на карте, как один из крупных и первых институтов местного управления в Мэне и Новой Англии. Монета была выпущена в 1636 году в разгар бума американских юбилейных халфов. В этот период Конгресс одобрял множество локальных выпусков, города, округа, штаты, исторические комитеты стремились закрепить свои даты и легенды в серебре. Йорк относится именно к таким региональным выпускам. Это не монета о крупной войне, не выпуск в честь международной выставки, не портрет знаменитого государственного деятеля. Это монета о местной памяти, раннем поселении, старом округе и о том, как региональная история становится частью федеральной монетной программы США. Согласно официальным данным, монета должна была иметь дату 1936 года, независимо от фактического времени чеканки. Получателем выпуска был комитет по празднованию основания округа Йорк, а средства от продажи направлялись на расходы, связанные с 300-летним юбилеем. Максимально разрешенный тираж составлял 30 тысяч монет, но фактически монетный двор Филадельфии отчеканил 25 тысяч 15 экземпляров. Из них 15 монет обычно учитываются как экземпляры для проверки и испытаний, поэтому в коллекционной практике чаще говорят о 25 тысячах монет, предназначенных для продажи публике. Продажа была организована необычно. Монеты предлагались по цене $1.50 для жителей Мэна и $1.65 для покупателей из других штатов, потому что во втором случае учитывались расходы на пересылку. Номинал составлял 50 центов, но фактически монета продавалась как юбилейный сувенир и коллекционный предмет. За пределами Мэна интерес был заметно слабее. Тема округа Йорк была слишком локальной, чтобы вызвать такой же спрос, как у Панамо-Тихоокеанского выпуска, Орегонской тропы или Гавайев. Поэтому остатки монет продавались долго, по некоторым сведениям, вплоть до 1950-х годов. Особое место занимает оформление первых продаж. Первые 100 монет были помещены в специальные пронумерованные рамки с картой округа Йорк и вручались как презентационные экземпляры. Часть монет продавалась с картами и в бумажных держателях. Такие сопроводительные материалы сегодня тоже интересны коллекционерам, потому что показывают, как именно продвигались памятные хелфы в 1930-е годы. Дизайн монеты выполнил Уолтер Рич, художник из Портленда, штата Мэн. Он не был штатным гравером монетного двора и не относится к числу самых известных мастеров американской монеты. Но именно это характерно для многих выпусков 1930-х годов. Местные комитеты часто выбирали местных художников, а художественный уровень таких монет заметно различался. Одна сторона монеты изображает укрепление Брауна, деревянное укрепленное поселение, связанное с ранней историей района Сако. В композиции видны чистокол, пространство у реки, всадник и часовые.
Над укреплением показано восходящее солнце. Среди лучей расположено слово «Liberty», а также присутствуют надписи и «Pluribus Unum», «United States of America» и «Half Dollar». Этот сюжет важен не только как историческая картинка. Укрепление Брауна становится символом начала организованной колониальной жизни в регионе, защиты поселения, суровой пограничной действительности в XVII веке и формирования местного центра, вокруг которого постепенно складывалась гражданская структура округа. Другая сторона монеты основана на печати округа Йорк. В центре расположен щит, разделенный крестом на 4 части. В одном из полей находится сосна, характерный символ Мэна и Новой Англии. По сторонам щита расположены даты 1636 и 1936, ниже Ингатви Траст. Крест в составе печати делает выпуск одним из немногих ранних американских памятных монет, где крест заметно присутствует в дизайне. По смыслу это не религиозная декларация, а часть исторической геральдики округа, перенесенной на монету. Художественно полудоллар Йорк выглядит сдержанно и почти медально. Здесь нет эффектной аллегорической фигуры, как на Панамо-Тихоокеанском выпуске, нет драматической сцены, как на Антитеме, и нет мощной пластики, как у Коннектикута. Монета говорит спокойным документальным языком: укрепление, печать, даты и местная история. Именно поэтому мнения о дизайне бывают разные. Одни коллекционеры видят в нем простоту и историческую честность. Другие считают композицию перегруженной надписями и недостаточно выразительной. Но для серии ранних юбилейных полудолларов это тоже важно. Она показывает не только вершины медального искусства, но и то, как местные комитеты переводили собственную историю на язык монеты. С точки зрения производства выпуск был простым. Все монеты отчеканены в Филадельфии, без знака монетного двора. В отличие от Рот-Айленда или Колумбии, здесь не надо собирать наборы из 3 разных монет, и нет разновидностей, ради которых нужно собирать отдельную серию. По редкости полудоллар округа Йорка нельзя назвать экстремально сложной монетой. Тираж 25 015 экземпляров невелик. Но для ранних памятных выпусков это обычный диапазон. Большинство монет не было в активном обращении, поэтому экземпляры без следов обращения встречаются достаточно часто. При этом верхнее состояние требует внимательного выбора. В диапазоне от 63 до 65 по Шелдону монеты доступны. На уровне 66 уже важно смотреть на блеск, поверхность и общее впечатление. А состояние 67 и выше делает выпуск гораздо интереснее для сильной коллекции. При покупке нужно обращать внимание на открытые поля, надписи и детали щита. На стороне с печатью округа следы контакта могут быть заметны на вертикальных линиях креста и гладких участках вокруг щита. На стороне с укреплением стоит смотреть на поле, линию чистокола, лучи солнца и участки вокруг крупных надписей. Для коллекционера особенно привлекают экземпляры с живым, серебряным блеском, чистым полем и мягкой естественной патиной. Поскольку дизайн достаточно плоский и сдержанный, внешняя привлекательность имеет большое значение. Красивая монета может смотреться намного интереснее, чем рядовой Йорк в той же формальной оценке. В инвестиционном смысле это скорее спокойный обязательный элемент полной коллекции ранних памятных эльфов, чем громкая редкость. У него нет такой широкой известности, как у Орегонской тропы, Гавайев или старой испанской тропы. Но он стабильно востребован теми, кто собирает полный набор классических памятных полудолларов США. Исторически эта монета хорошо показывает, насколько далеко зашел памятный бум 1936 года. Конгресс охотно утверждал выпуски в честь местных годовщин, а юбилейные комитеты видели в них источник финансирования и способ рассказать о своем регионе. Йорк – типичный пример такого подхода. Локальная дата, местный комитет и ограниченный тираж, продажа с наценкой и долгий путь распространения. При этом тема не была случайной. Округ Йорк действительно имеет глубокую историю, а надпись «First Country in Man» отражает реальную региональную идентичность. Просто масштаб события был скорее местным, чем общеамериканским. Для коллекционеров этот выпуск интересен тем, что напоминает:
Не все важные монеты обязаны быть самыми красивыми или самыми дорогими. Иногда ценность именно в документальности. Перед нами не пафосная аллегория, не серебряная открытка из 1936 года, рассказывающая о том, как один округ в Мэне решил увековечить свои 300 лет истории. Полудоллар округа Йорк остается неотъемлемой частью классической серии. Он не самый редкий, не самый дорогой и не самый эффектный. Но без него картина ранних юбилейных эльфов США будет неполной. Это монета о местной памяти, старейшем округе Мэна, укреплении Брауна и о том, как региональная история получила федеральную форму в виде серебряных 50 центов. Спасибо, что смотрите наши выпуски. Ставьте лайки, задавайте вопросы и до следующих встреч. До свидания.